Всем привет! Сегодня мы рассмотрим, как подойти к изучению тайной доктрины. Теософия для тех, кто умеет мыслить, или для тех, кто может заставить себя думать, а не для умственных лентяев. Елена Петровна Блаватская. Говоря о практической теософии, нельзя обойти стороной теорию. Тот, кто хочет научиться применять теософию в жизни, должен знать и понимать основы учения. Желание познать истину может возникнуть только тогда, когда будет осознано собственное невежество. Для этого надо до некоторой степени приоткрыть покров иллюзий, понять, что мир, в котором мы живем, совершенно не таков, каким мы его себе представляем. Как высказалась Блаватская в своей статье «Тетраграмматон», аксиома, эхом дошедшая до наших дней со времен седой древности, гласит, что первым шагом к знанию должно стать понимание и признание собственного невежества. Два тома тайной доктрины являются фундаментальной основой учения теософии. Это уникальный труд, в котором раскрываются такие глобальные вопросы, как образование Вселенной и развитие космоса на примере нашей Солнечной системы, развитие человечества на нашей планете с момента его появления и до наших дней, проведена параллель с наукой XIX века, философией и практически всеми существующими религиями. Что поразительно, этот труд был написан в течение всего 2 лет, при этом в нем приведено более 1000 цитат из самых разных источников. До сих пор остается загадкой, каким образом женщине без соответствующего образования, не имевшей под рукой необходимых книг, к которым она могла бы обратиться за цитатами, удалось за столь короткий период времени написать 2 объемных тома. Одно можно сказать совершенно уверенно, что это произведение является откровением, полученным свыше, от тех, кто обладает мудростью и знанием, превосходящим уровень современного человека. К сожалению, многих смущает сложный запутанный язык и кажущаяся бессистемность, с которой сталкиваешься с первых страниц. Одни закрывают книгу сразу же, считая ее бредом, другим хватает усидчивости дочитать до середины, и лишь единицы осиливают ее до конца, но все равно мало что понимают. И в этом заключается основной упрек, бросаемый этому труду и ее автору. Ожидание получить знание, разложенное по полочкам и представленное в форме легкой для понимания, рушится буквально с первых минут чтения. Но давайте взглянем с другой стороны. А можно ли вообще написать книгу, в которой было бы вполне понятно и доступно для любого человека изложено знание о мирах, невидимых глазу и невоспринимаемых слухом, другими словами, находящихся вне наших 5 органов чувств? Законы и особенности которых отличаются от условий физического мира настолько, что нет ничего на нашей Земле, с чем можно было бы их сравнить, не прибегая к грубым аналогам. Это все равно, что объяснить человеку, различающему только черные и белые оттенки, что такое красный цвет и чем он отличается от зеленого. Наш физический мир имеет свои законы, высшие миры свои. И волей-неволей для того, чтобы объяснить условия существования высших миров, придется прибегнуть к их грубому сравнению с законами физического мира. В результате можно надеяться только на то, что в уме сложится картина, лишь приблизительно верно отражающая действительность. И то, насколько она будет четкой и верной, зависит от интуиции. Другого способа, увы, нет. Тот, кто хочет понять истину, должен приложить усилия и не спешить. Об этом вполне ясно говорила Елена Петровна Блаватская, отвечая на вопросы Роберта Боуэна по поводу изучения тайной доктрины. Чтение тайной доктрины, страница за страницей, как читают любую другую книгу, неизбежно закончится путаницей. Прежде всего, даже если на это уйдут годы, нужно достичь некоторого понимания 3 фундаментальных принципов, данных в прологе. Затем Блаватская добавляет: если кто-то воображает, что из тайной доктрины он сможет почерпнуть удовлетворительную картину строения Вселенной, то из своего изучения он извлечет только путаницу. Тайная доктрина создана вовсе не с тем, чтобы вынести окончательный вердикт по всем вопросам бытия, а лишь чтобы вести к истине. Подходите к тайной доктрине без какой-либо надежды на то, что из нее вы почерпнете окончательную истину бытия, и без каких-либо иных идей, кроме желания узнать самому, насколько далеко она сможет ввести вас к истине. Рассматривайте ее изучение как один из способов развития того ума, которого иные занятия никогда не затрагивали. Соблюдайте следующие правила. Независимо от того, что вы изучаете в тайной доктрине, пусть ум ваш возьмет за основу своего мышления следующие идеи. Фундаментальное единство всего сущего. Единство это не имеет никакого отношения к общепринятому представлению о единстве. Суть его состоит в том, что все сущее – это единое целое, а не просто собрание связанных между собой вещей.
Иными словами, есть лишь единое бытие. Вторая идея, которой следует придерживаться, заключается в том, что мертвой материи нет. Каждый мельчайший атом жив. Третья основная идея, которую следует помнить, состоит в том, что человек – это микрокосм, а раз так, то все небесные иерархии существуют в нем самом. Четвертая и последняя из основных идей, которых следует держаться, выражена в великой аксиоме герметизма. В действительности она суммирует и синтезирует все остальные. Каково внутреннее, таково и внешнее, каково великое, таково и малое. Как наверху, так и внизу. Есть лишь одна жизнь и один закон, то же, что выполняет его, есть единое. Ничто не внутреннее, ничто не внешнее, ничто не велико, ничто не мало, ничто не высоко, ничто не низко в божественном устройстве. Что бы вы ни изучали в тайной доктрине, нужно всегда соотносить ее изучение с этими основными идеями. Только таким образом, сопоставляя прочитанное с этими 4 идеями, можно начать понимать, о чем идет речь в этом труде. Картина мироздания, сложенная в голове, конечно же, будет еще далека от истины, но постепенно, шаг за шагом, подвергая каждый пункт анализу, удастся изменить свое мышление, развить интуицию и приблизиться к истине настолько, насколько позволит ваш ум. Аналогичный метод используется в джняна-йоге, и, как говорит Елена Блаватская, этот путь наиболее близок к западному человеку. Истинный исследователь тайной доктрины – это джняни-йог, и этот путь йоги – истинный путь для западного ученика. С тем, чтобы дать ему указатели на этом пути, и была написана тайная доктрина. Джняна-йога, как известно, это путь знания, путь глубокого размышления над философскими вопросами, касающимися проблем сознания и бытия, самоанализа, в результате чего ученик постигает свою истинную божественную сущность, освобождается от оков иллюзий и постигает законы окружающего мира. В тайной доктрине достаточно материала для того, чтобы направить мысли читателя в правильном направлении, но для верного понимания необходима интуиция. Не полагаясь на интуицию, невозможно даже приблизительно понять особенности существования в высших мирах. Об этом хорошо сказала Елена Петровна Блаватская в своей статье «Кто такие теософы?». Идеальные законы можно постичь только интуицией. Они не подвластны аргументации и логике, и никто не сможет понять или правильно воспринять их через объяснение другого разума, пусть даже и претендующего на откровение. В своей статье «Путеводный свет неведомого» Блаватская рассказывает, как можно развить интуицию. Каждый из нас обладает способностью или внутренним чувством, именуемым интуицией, но как редко встречаются те, кто знает, как его можно развить. А ведь это единственная способность, позволяющая человеку видеть вещи в их истинном свете. Это инстинкт души, который становится тем совершеннее, чем чаще мы его используем. Благодаря ему мы можем воспринимать и понимать реальные и абсолютные факты с гораздо большей уверенностью, чем это позволяют наши физические чувства и наш интеллект. То, что мы называем здравым смыслом и логикой, позволяет видеть только внешнюю сторону вещей, и без того очевидную для каждого. Инстинкт, о котором я говорю, является проекцией нашего воспринимающего сознания, проекцией, которая действует от субъективного к объективному, но никогда наоборот, и пробуждает в нас духовные чувства и способность действовать на духовном уровне. Благодаря этим чувствам человек приобретает возможность отождествлять себя с сутью рассматриваемого объекта или действия и постигать их такими, как они есть на самом деле, а не как они представляются нашим физическим чувствам и нашему холодному разуму. А в статье «Беседы об оккультизме» добавляет: тренировка интуиции подразумевает проявление доверия к ней, что поначалу будет, конечно же, чревато ошибками и синяками, но в конечном счете позволит ей укрепиться и впредь действовать более уверенно. Это вовсе не означает, что вам предоставляется полное право делать глупости и не предпринимать никаких мер к исправлению их последствий, но только то, что, подведя под свое сознание правильные основания, путем следования золотому правилу, нам надлежит дать своей интуиции больше свободы, тем самым укрепляя ее. Разумеется, без ошибок здесь вряд ли удастся обойтись, но если мы будем искренни в своем желании учиться, со временем у нас накопится опыт, и мы перестанем ошибаться. Нам также следует изучать сочинения тех, кто прошел этим же путем раньше нас и смог понять, что истинно, а что нет. Эти люди говорят, что высшая сущность есть единственная реальность. Разуму необходимо приобрести более широкое представление о жизни, для чего ему, в частности, нужно усвоить учение о перевоплощении, открывающее поистине безграничные возможности для человека.
Мы должны не только быть бескорыстными, но и исполнять все обязанности, возложенные на нас кармой, и тогда интуиция укажет нам подлинный путь служения и духовной эволюции. Для того, чтобы развить интуицию, необходимо много размышлять. Без размышления, анализа и самоанализа она не разовьется, так как ей не на что будет опираться. Поэтому того, кто решил отбросить догмы и исследовать истину самостоятельно, кто не ленится и умеет думать, того также с полным правом можно назвать теософом. В статье Елены Петровны Блаватской «Кто такие теософы?» мы находим подтверждение этому. Будучи кем угодно, исследователь, как только он отбросит старый протоптанный путь рутины и вступит на одинокую тропу независимого мышления, устремляя мысли к божественному, он теософ. Настоящий мыслитель, искатель вечной, боговдохновенной истины для решения мировых проблем. Кто следует собственным путем в стремлении познать божественный принцип, его взаимосвязь с человеком и его проявления в природе, тому теософия союзница. О том, как много надо читать и размышлять, можно найти в статье некоторые указания для каждодневного пользования. Не читайте много. Если вы читаете 10 минут, то размышляйте много часов. Привыкайте к одиночеству, привыкайте оставаться наедине со своими мыслями. Закончим этот выпуск следующими ее словами из статьи «Кто такие теософы?». Истинный исследователь всегда был затворником, человеком, предпочитающим тишину и размышления. Спасибо за внимание. Свои вопросы и пожелания отправляйте на почту. До скорых встреч!